Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз на декабрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Декабрь, последний месяц уходящего года. Мы строим планы на будущее, подводим итоги. Конечно, мы будем реалистами, но давайте узнаем, как карты видят вот этот месяц для вас, с какими неожиданностями он может быть связан. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И если мы допустим эти самые альтернативные события или какие-то возможности, а ведь планетарно это и может быть как раз связано с тем, что итог некоторые вы подведете, а возможности придут совсем не с той позиции, где мы это ожидали. И вот основная тема, нам как будто об этом хотят сказать. Паж кубков, любовь и деньги. Может быть, совместить как раз какой-то материализм и любовь, чувство, возвышенное и земное. Вот такая задача на декабрь. Давайте я сама достану карту. Первая карта будет у нас называться «Что придет?». Что придет для скорпионов, моих дорогих, любимых скорпионов, в декабре 2024 года? Может быть, что-то новое. Или новая возможность. А что уйдет? Не имеется в виду, что прям вот что-то уйдет или кто-то уйдет. Больше мы рассматриваем, когда вы именно в плане ресурсности какой-то вопрос вы сумеете или определиться, или его закрыть, какую-то тему. Когда больше понимания. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? А вот на что соглашаться, давайте узнаем. И чего опасаться? На второй колоде колесо года 3 важных события. Или 3 главных события. С чем это может быть сопряжено? Возможно, какая сфера жизни. Вот как 3 направления. Какие они могут быть для вас на начало декабря. Вообще планетарно, по крайней мере, 1/2 декабря нам обещают, относительное спокойствие. Давайте узнаем, как для вашего знака зодиака это проиграется. Не всегда, кстати, гороскопы совпадают с прогнозами Таро. Первое главное событие, второе главное или важное событие и третье главное событие для вашего знака зодиака. Что же придет? Видимо, есть те вопросы, которые вы еще будете словно закрывать, вот как гештальт. Десятка мечей. Да, уже понятно, что дальше словно поезд не идет. Уже какая-то история, она уже закончена. Но, может быть, в некоторых деталях, нюансах есть еще последний штрих, последний аккорд. И вы именно его совершите в декабре. Придет, как, знаете, завершение какой-то прежней истории, которая именно вас разочаровала. И вы в этом поставите точку. Вы совершенно, если прежде вы, к примеру, могли в чем-то сомневаться, или вы прежде надеялись, может быть, мои дорогие скорпионы, что человек появится, или кто-то обо мне вспомнит, вот из тех людей, которых вы очень хорошо их помните и не можете забыть, или о тех, кто оставил в вашей душе какие-то разочарования. Может быть, тоже были надежды, человек одумается или как-то правильно оценит наши отношения. Но вот теперь, видимо, какая-то совершенная ясность у вас наступает в декабре, когда вы точно знаете, что не будет служить вашему прогрессу. Вот именно приходит полное понимание. И я больше не хочу повторения какой-то прошлой истории. Я ставлю точку. Приходит абсолютно точное определение по какому-то вопросу, который связан с прошлым. А что уйдет? Может уйти какая-то неразбериха, которая была, к примеру, связана с высокими инстанциями, с высокими чиновниками, с людьми в погонах. У кого-то по здоровью, может быть, была неразбериха тоже. И вот вы теперь можете, может быть, и диагнозы были разные, да, и все не могли никак дифференцированно подойти и убедиться, какой же окончательный клинический ваш диагноз.
Ну, значит, здесь какая-то история по здоровью может проясниться тоже. Вы можете тоже, кстати, наконец-таки собраться, допустим, на рутинное обследование какое-то и пойти, может быть, и к стоматологу тоже, или пройти это обследование. По этой карте мы, к примеру, что уйдет, как закрытие каких-то юридических важных тем, или у кого-то буквально по части финансов с банками какие-то платежи, вы тоже можете закрыть. Вот такая многогранная карта, но отличает совершенно разные направления по карте короля мечей, что мы делаем что-то более чем рационально и с холодной головой. И тогда, конечно, какие-то темы гештальта вы определенно закроете. Что же будет продолжаться? Знаете, еще где-то эмоционально может в течение декабря цеплять сожаление, к примеру. Но это не есть что-то глубокое или это не есть что-то очень важное. Нам показан сам Иерофант. Это как по судьбе у нас пройдены какие-то этапы, пути. И вот Иерофант сидит и горюет, потому что 2 кубка разлились, а 3 еще стоят полные. И его утешают, говорят, что это не имеет большого значения. И правда, любая пятерка – это мелкая карта. Это некоторая неразбериха или недостаток. По 5 кубков недостаток в приятных положительных эмоциях. Вот есть такое, потому что вам с чем-то нужно разобраться, откуда придут эмоции, если словно у нас как дверь приоткрыта еще в прошлое. Наверное, нужно ее закрыть окончательно, все расставить по местам. И тогда, как я говорю, и у меня на сайте, кстати, в гороскопе, правда, на ноябрь, потому что мы именно в ноябре, это связано с планетой Плутон, мои дорогие, которая сделала последний реверанс в знак Козерога, а в ноябре перейдет уже теперь в Водолея. И вот эти энергии перехода, они могут чувствоваться вами и еще и где-то в декабре. Так вот, этот последний заход в Козерога был, словно Плутон его сделал специально для знаков зодиака стихии воды для вас и для знаков зодиака стихии Земли, чтобы с чем-то определились, и в дальнейшем уже с правильной ноги началось какое-то совершенно новое вдохновение, новая история, новые возможности, ну, как перевернуть страницу своей собственной жизни. Поэтому мелкая, повторюсь, карта. И это, ну, какой-то, значит, период декабря, он еще может быть как настроение, которое имеет, ну, такие качелеобразные перепады, должна это сказать. На что не или чем не соблазняться. Знаете, не устраивайте себе какую-то многозадачность, не хватайтесь за много работы. Примите во внимание, что вам просто отдых даже необходим. Хотя бы для того, чтобы мысли в порядок или физически отдохнуть, уделить внимание самому себе или самой себе, не пытаясь сделать ту работу, которую может сделать кто-то другой. Вы сильные люди, мои дорогие скорпионы. И часто скорпион, может быть, смотрит со стороны, как кто-то там пытается что-то совершить. И пусть даже это наши близкие, кстати. А у нас не хватает терпения выдержать, пока, ну, может быть, кто-то из подросших, даже детей, к примеру, наконец какой-то с чем-то своим вопросом разберется. Нам кажется, эх, я сейчас помогу и все быстро расставлю по местам. Но тогда примите во внимание, где-то карта нам об этом тоже говорит. Дорогой Скорпион, если бы высшие силы, Бог, хотели бы, чтобы именно эту задачу решал ты, они бы перед тобой ее поставили. А если эти задачи стоят перед другими людьми, не нужно проходить их траекторию движения. Они должны свой опыт какой-то наработать. Иначе как же они могут быть или стать сильными? Поэтому не решайте те вопросы, которые должны решить другие. Или сами подумайте о том, чтобы избавиться от какой-то многозадачности. Вот не соблазняйтесь, как и много работы, думая, что больше денег придет, или тяжелой работы, мои дорогие, или когда вы будете стараться успеть везде и всюду. Не нужно, отдыхайте. А вот на что тогда соглашаться? На рациональные действия, на холодность суждений. Когда вы просто-напросто откажетесь, отрежете словно, прообраз Юдифи. Уж мы и знаем, как отрезала, так отрезала. То, что ей мешало жить. Поэтому вот то, что вам мешает жить, оставьте это в прошлом. И нет других значений. Нужно согласиться, видимо,
окончательно не надеяться, может быть, на того, кто не придет, или не надеяться на тех, кто думает больше о себе и о вас и не вспомнит, не надеяться на то, что, ну, может быть, это по части работы для вас, если правда и на месте вашей работы какая-то сложная ситуация, она словно сама по себе сведется к нулю. Нет, тут тоже как-то расставить нужно будет по местам какие-то ваши правильные либо действия. И, кстати, королева мечей – это независимость. Но это не та независимость, когда мы что-то доказываем или своим примером кого-то ведем за собой. Нет, тут именно мы сами разбираемся, чтобы нам самим было жить где-то проще, понятнее. Но это может быть как миссия какая-то ваша, которую вы должны совершить. И эта независимость ваша, внутренняя, она для вас необходима. И независимость это не значит включиться во все дела, вопросы, как бы позиция сильного меня обязывает. Нет у вас каких-то обязательств, вы как раз закрываете часть из них. Вот я могу к этому вас подвести, потому что, посмотрите, вы правда закрываете двери в прошлое. Десятка – это тоже итог, это какой-то финал. И если это финал в прошлое, то это финал именно вот в тот режим многозадачности. Может быть, ноябрь или начало еще декабря могут как раз для вас быть, ну, такими интенсивными, когда в несколько инстанций нужно успеть или много вопросов каких-то решить. Но, значит, шаг за шагом вы окончательно с чем-то разберетесь. Словно завершив историю, вы для себя сделаете что-то более чем хорошо. Но еще примите к сведению, что вокруг вас может обстановка меняться. И, может быть, нам тоже говорят, не включайся в какие-то задачи или, к примеру, десятка жезлов. Мы по этой карте можем добровольно взять на себя какие-то обязательства. А у вас выпадает король мечей. И нам говорят, будь более рациональным и холодной головой подумай, нужны ли тебе какие-то обязательства, Скорпион. Тут скорее от каких-то обязательств освободиться будет доброй практикой. Ну, где-то так. Чего опасаться? Тройка кубков – это праздник. Ну, понятно, тут иногда идут праздники, да, кубки, мои дорогие, декабрь тем более. Это может быть не начать какой-то праздник намного раньше и не закончить намного позже. Может быть, у вас какие-то темы в декабре, которые требуют свежей головы и холодных решений. Но у кого-то это может быть как третий лишний. Увы, иногда по тройке кубков проигрывается ситуация любовного треугольника. Понятно, что не для всех, не для каждого из вас, но для кого-то такое вполне может проиграться. Поэтому вот этой двойственностью и вашим, и нашим, или как в двух одновременно историях любовных быть, вот в этом тоже может быть опасность. Поэтому переложите на свою жизнь, насколько это может касаться вас, либо вот этого союза тройственного, непонятного, либо какого-то праздника. А мы посмотрим, каковы же важные, главные события. Вы знаете, вообще люблю эту карту. Посмотрите, сбор урожая идет, виноград, символ благополучия, процветания, изобилия. Это карта самодостаточности. Это карта денег, получения денег. Причем хорошей суммы денег. Когда вы получаете в каком-то деле по работе, может быть, итог, вас это будет радовать. Это вам добавляет уверенности. Но иногда вот это, кстати, самоуверенность, самодостаточность прекрасна. Она перерастает в самонадеянность. И поскольку, я уже говорила, вы люди сильные, вы как раз из-за этого и можете включиться в чужие проблемы или пытаться кому-то помочь. А десятка жезлов у нас выпала, помним, в позиции даже «не соблазняйся». Давайте мы узнаем второе важное событие. А посмотрите на кону, у вас что? Прекрасное, что-то новое, любовь, туз чаш, радость. Но такая карта, она не совсем горячая в этой колоде. Тоже такой элемент рационализма все-таки он присутствует. Но это новое качество жизни, какие-то новые возможности. И здесь, как и материализм,
Здесь как и возвышенное, так и земное. Или будем говорить, как и ценности какие-то проходят, или чувства, любовь. Так и цена буквально тоже. Все для вас важно. Может быть, соединить какой-то красивый узор именно в декабре вам и придется. Может быть, пусть и есть какие-то вопросы, которые касаются вплоть до того, что высоких инстанций, согласования, а то и судов у кого-то. Но тогда заручиться, может быть, поддержкой юриста-адвоката, с чем-то разобраться и чувствовать себя не обесточенным, а более уверенным. Для кого-то это тоже будет важно и активно. Но праздник должен состояться, мои дорогие, в вашей жизни. И это будет для вас как важное событие. У кого-то это может быть и встреча с человеком, или вот эта любовь. Если мы говорим, опять же, треугольник, значит, ситуация выбора вам, может быть, придется делать. И тогда вот эта королева мечей будет говорить как раз о том, что выбор вам придется делать в декабре. Такое тоже могу допустить, на что-то, возможно, решиться. У нас ведь, по сути дела, выпадает, посмотрите, пара. Король мечей и королева мечей. Да, холодной энергии. И пусть это не совсем не про ваш знак зодиака, но мы ведь рассматриваем энергетику. Может быть, вы видите, что да, рационально мне с этим человеком и надежнее, и лучше. И для вас, мои дорогие скорпионы, выбор партнера – это очень важно, как и в декабре, так и на последующий 2025 год. Вас ожидает очень благополучный период, помните об этом. Но манна с неба ведь не бывает, давайте будем реалистами. Поэтому какие-то правильные ваши решения совершенно необходимы. Кто знает, может быть и в декабре как раз вот этот гештальт нужно закрыть, чтобы прошлое не тяготило вас и не занимало какую-то главенствующую роль. Совершенно что-то новое и счастливое как раз пытается войти в вашу жизнь. Давайте узнаем, каково же третье главное событие – королева жезлов. Королева жезлов – это тоже отчасти где-то, как и королева мечей, независимая позиция. Но это более горячая карта. Марс присутствует, опять же. Это какие-то сложные переживания или события, опять же, в жизни, которые королеву жезлов научили себя беречь буквально. И теперь она никому ничего не обещает, не рассказывает далеко о своих планах. Кстати, королева мечей то же самое. Она умеет хранить молчание, потому что понимает, удача и счастье любят тишину. И ее невозможно вытянуть из нее какую-то информацию, если она сама не готова что-то рассказать. По этой карте она умеет как и свои, так и чужие тайны хранить. И она, что ее отличает? Она умеет правильно работать с информацией, раз, и правильно зарабатывать деньги, или работать с деньгами, или распределить эти самые деньги. Сильная достаточно позиция именно за счет того, что какой-то прежний грустный опыт дает ей возможности не найти еще раз какие-то старые грабли. Вот поэтому тут, если есть какое-то прошлое, оно словно в декабре присутствует, то оно вам, мои дорогие скорпионы, совершенно необходимо, чтобы не обновить какую-то ошибку, может быть. Или вот уже определиться и сказать, нет, вот это точно больше не для меня. Давайте несколько проясним, с какой сферы жизни или чего это может касаться. И нам выпадает карта сила. Может быть, сразу несколько сфер жизни, мои дорогие, старший аркан. Мои дорогие девочки, пусть у нас изображен мужчина именно в этой колоде, но чаще это карта женской силы, поэтому это вы будете очень привлекательны для противоположного пола, это я вам точно говорю. Но и, дорогие мужчины, все же энергетика, ведь это как у аркана маг. Это вам очень символично. Да, это отчасти великий манипулятор. И обстоятельства-то таковы, нам ведь обрисовали, что вроде как и выбор какой-то делать, или решиться на что-то, разобраться, может быть, с чем-то для вас совершенно необходимо. Кому-то, а то и себе сказать вовремя, табу нет. Такое тоже могу предположить. И поэтому мы сдерживаем эмоции. Чаще изображается лев, а здесь у нас бык разъяренный, и человек сдерживает. Так вот, мы сдерживаем
собственные эмоции. Иными словами, держим их на коротком поводке. Ресурсный период не должны пропустить. Посмотрите, какие благоприятные карты. Чего еще это может касаться? Вашей силы напрямую. Вы сильные люди. Какой-то, может быть, история каких-то партнерских отношений. Может быть, по части тех отношений, которые вам нужно разобраться. Качели нам показаны, поэтому какая-то качелеобразная история. Может быть, с ней как раз, в ней внести какую-то ясность. Что же еще нам подскажут? И закончить, может быть, день сурка. Сурок, мои дорогие, по 4 мечей, серые будни. Или та картина, которая не меняется. Мы прежде не могли на что-то решиться, а вот теперь нам полный вперед. Закрыть вот, наверное, в прошлое опять же дверь. Ведь нам зверек показан, он как будто оглянулся, когда появился из своей норки. Но видит еще снег, ему страшно. И он наверняка думает, а ну его, пойду-ка я обратно. Значит, в этом будет где-то риск. Риск именно соскользнуть где-то в это прошлое. Там все понятно. Там, может быть, и не очень комфортно, но где-то я это проиграл, значит, для меня там, ну, более такая траектория уже изведанная. А здесь все заново. И может быть вот такая, как внутренняя беспокойность или некоторая озабоченность тем, что я не знаю, что будет в следующий момент. А нам тогда карта говорит, будь на своей волне раз, и у тебя хватит силы 2. Давайте тогда я достану еще карту совет. Но точно какое-то бесконечное ожидание или день сурка у вас должен закончиться. 4 мечей в хорошем смысле проигрывается, когда мы приводим мысли в порядок. Именно мысли. Карта совет. По рыцарю мечей правда и ничего, кроме правды. Поэтому даже если мы говорим вопросы юридические, да, значит нужно что-то расставить по местам. Если вы сталкиваетесь с людьми, которые сами по себе конфликтные, в конфликте мы в этом не участвуем, мы на своей волне, мы все острые углы обойдем. Но, может быть, вам еще придется куда-то отправиться, мои дорогие скорпионы, чтобы разобраться с чем-то. Может быть, вот это какая-то кульминационная поездка. Может быть, даже недалеко для вас будет как раз и означать больше ясности и больше понимания. Может быть, вы в каком-то учреждении, вот я так вижу, или при общении с каким-то человеком можете для себя прояснить тот или иной вопрос. И человек может быть сложный. Проходит у нас по рыцарю мечей люди несговорчивые. Может быть, это те энергии, которые в вас будут преобладать. А нам тогда говорят, что а ты подойди к какому-то вопросу более рационально. У вас все возможности, как радоваться жизни, как получить какой-то финансовый бонус, да, или остаться довольным в плане материальных благ, так и планов на будущее, правильного распределения и возможностей. Помните, все в ваших руках. И даже если в каком-то деле вот эта качелеобразная ситуация, в чем-то вы сомневаетесь, но это те серые будни, которые нужно прекратить. Может быть, даже и люди, но мы их никак не можем исключить из нашей жизни и в жизни. Наперед нас будет с такими сталкивать, но это не значит, что мы должны именно вот в этом как-то застрять. Ваша дорога – путь вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.